Возможно ли прыгнуть выше головы и выиграть Олимпийские игры, не будучи профессиональным атлетом? Совсем недавно я рассказывал про то, что на них, по крайней мере, возможно попасть, не имея ничего общего со спортом, взяв за пример случай Эрика Мусамбани из Экваториальной Гвинеи. Но в истории спорта случалось такое, когда обычный студент-физик, не обладающий выдающимися физическими и атлетическими данными, смог не просто установить новый олимпийский рекорд, но и навсегда изменить прыжки в высоту. Это кадры с последних чемпионатов мира по прыжкам в высоту. Все они так или иначе одинаковые по стилю, но так было не всегда. Как только прыжки в высоту вошли в список соревнований по гимнастике, люди прыгали с прямого разбега двумя ногами вперед. Прыжки в высоту быстро распространялись по Европе. Особенно много их поклонников оказалось в Англии. И там на первых официальных соревнованиях в 1864 году победитель Роберт Мейдж прыгнул в высоту на 1 метр 67,4 сантиметра. Впрочем, первым мировым рекордом считается другой результат. Студент-медик из Лондона Роберт Буч в 1859 году преодолел планку на высоте 1 метр 70 сантиметров. Но дело здесь даже не в высоте, а в том, каким способом Роберт прыгал. В отличие от других спортсменов, он делал разбег не под прямым углом к планке, а под острым, сбоку, а в воздухе его ноги двигались наподобие ножниц. Так случился первый переворот в этом виде спорта, так как люди осознали, что прыжки ножницами позволяют прыгать значительно выше. Этот способ достаточно прост, не требует ничего для приземления, поскольку атлет приземляется сразу на ноги. Этот способ прыжка практиковался до 1937 года, и рекорд данным стилем был доведен до 2 метров 9 сантиметров. Впрочем, как и все в это время, все, что имелось, пыталось модифицироваться. Так и стиль ножницы превзошел свои изменения и был изобретен способ волна, отличавшийся от ножниц тем, что тело спортсмена и маховая нога в полете над планкой напоминают волну. Затем спортсмены совершили революцию в прыжках в высоту, изобретя сначала такой стиль, как перекат, а затем усовершенствуя его в перекидной стиль. Люди стали прыгать животом к планке, переведя центр масс тела ниже уровня планки, значительно улучшив свои результаты. К 60-м годам все прыгуны в высоту использовали либо перекидной стиль, либо ножницы. Приземлялись тогда в опилки или песок, поэтому приземляться на ноги было необходимо прежде всего с целью предотвратить возможные травмы по приземлению. К концу 60-х поле для приземления заменили на поролон, что целиком изменило весь вид спорта. Никто бы и не задумался, насколько важным было это изменение, если бы не обычный парень из Портленда Дик Фосбери. Этот тогда еще школьник никогда в жизни не мечтал стать великим спортсменом, да и данных для этого у него не было. Хрупкое телосложение, высокий рост, его даже отчислили из школьных команд по баскетболу и американскому футболу. Впрочем, он увлекался точными науками, особенно физикой и математикой, и отличался практичным подходом к делу. Ну и фанател по прыжкам в высоту и Валерию Брумелю, советскому атлету. Ни один из существующих стилей ему не подходил и считался неудобным, а в стиле ножницами он достиг своего потолка в 1,65 сантиметров. На школьных соревнованиях он вылетал одним из первых, иногда даже не взяв высоту для квалификации. Однажды ему поставили планку в 1,70 м. Он понял, что такую высоту ножницами ему не взять никогда. И прямо перед прыжком он решил, что надо, уже в полете, приподнять бедра. От этого плечи автоматически опустятся и тело примет более горизонтальное положение. Попробовал, получилось. Взял и 1,75 м, и 1,80 м. Все в один день. По сути, это было его первым изобретением, перекидной наоборот. Он брал высоту лежа, параллельно планке, но не животом к ней, а спиной. С этого момента Фосбери понял, что он сможет изобрести такой стиль, который позволит ему брать еще более внушительные высоты. И тут ему помогло его увлечение физикой. К 20 годам он придумал способ прыжка, который сегодня знают все. Сначала придумал делать разбег не прямым, а под углом и отталкиваться чуть боком, повернув к планке плечо. Потом стал поворачиваться все больше и больше, а эффективность прыжков все возрастала. Затем стал бежать к планке по дуге, чтобы в процессе отталкивания создать вращающий момент для разворота тела спиной к планке. Центр масс тела при таком способе был значительно ниже уровня планки, и к моменту поступления в институт Фосбери Дик уже достиг 2-метрового рубежа. Представьте, насколько дерзким нужно быть, чтобы пойти другим путем, когда весь мир уверен, что единственный верный способ уже придуман. Им с тренером пришлось разрабатывать тренировочную систему под новый стиль прыжка. Ведь никакой учебной литературы на этот счет не могло быть в принципе. Они пионеры, космонавты в мире спорта, и сами придумывали подводящие упражнения. Также Ричард экспериментировал и с обувью. В частности, пробовал оставлять один шип на пятке, чтобы стопа могла поворачиваться и держаться именно под теми углами, которые он высчитал то ли математически, то ли интуитивно.
Безусловно, стоит отметить, что именно добавление поролона в программу сделало возможным приземление прыгуна на спину, что позволило Ричарду использовать свое ноу-хау уже на ближайших соревнованиях. Атлетические достижения позволили Фосбери получить стипендию на образование в университете штата Орегон, где он учился на инженера. Тренер университетской сборной пытался убедить его вернуться к классической технике прыжка, но после того, как год занятий не принес ожидаемых результатов, Фосбери снова начал использовать свой собственный способ. И уже через пару месяцев он побил рекорд университета, преодолев планку на высоте 2 метра 8 сантиметров, после чего его уже не пытались переубедить в верности выбранного решения. В 1968 году Фосбери выиграл сначала зимний, а затем летний чемпионат среди американских студентов, на последнем показав результат в 220 сантиметров. После этого он победил на национальном отборе к Олимпийским играм в Мехико. Однако руководство американского МОК, опасаясь, что необычная техника Фосбери не сработает в условиях мексиканских гор, организовало повторный отбор, проходивший на больших высотах над уровнем моря. В итоге Фосбери сумел отобраться в сборную и в этих условиях, хотя из 3 прыгунов, попавших в команду, оказался последним. Все трое взяли высоту в 220, но Фосбери потратил на это больше попыток. Весной 1968 года из Мексики стали приходить невероятные сообщения. Какой-то парень, прыгая в высоту, переходит планку спиной к ней. Новостям сначала не поверили, но уже осенью на Олимпийских играх в Мехико весь мир увидел эти фантастические прыжки и стал свидетелем победы 21-летнего Дика Фосбери с результатом 2 метра 24 сантиметра. Для того, чтобы побить мировой рекорд, составлявший 228 сантиметров, принадлежавший Валерию Бромелю, американцу 3 попыток не хватило. Однако олимпийский рекорд, о котором Ричард даже не мечтал, стал сиять с его фамилией. И это при том, что на высшем уровне Фосбери выступал едва больше года. Этот прыжок стал для всей новостной прессы сенсацией. К Ричарду бежали журналисты со всех стран, расспрашивая про его новый способ прыжка через планку. Ричард решил назвать его так, чтобы его точно запомнили. Фосбери Флоп. История такого названия проста до смеха. Одна орегонская газета опубликовала фотографии в школьные годы Ричарда с подписью «Фосбери flops over the bar» или «Фосбери плюхается через планку». Вот что в 2005 году сказал сам Ричард Фосбери про это название. Вероятно, автор подписи к той фотографии наверняка увидел аналогию с вытащенной из воды и бьющей хвостом рыбой. А кроме того, флоп в американском сленге означает неудача или сесть в луже. Такая сочная ирония, просто поэзия. Плюхнуться в лужу, бить хвостом, шлепаться на 5-ю точку и побеждать. Я был ужасно горд тем, что придумал такое гениальное название. И если в квалификации на него смотрели как на диковинного зверя, то после победы как на гения. Многие понимали, что мир высоты больше не будет прежним. Забавно, что сам новатор в этом вообще не был уверен. Думаю, несколько детей попробуют мой способ, но я не гарантирую результата. Да и вообще не рекомендую этот метод никому. Я могу сказать только, что если у ребенка не получаются привычные стили, то он просто может попробовать мой. Масштабы прорыва стали известны позже. Уже через год больше половины высотников мира прыгали, подражая Дику. А спустя 15 лет практически все. А сейчас перекидным разве что иногда балуются на тренировках. Сам Фосбери завязал со спортом после Мехико в 21 год. Спорт никогда не был для него смыслом жизни, просто интересным делом, к которому он подошел творчески. А по возвращении в Штаты Дик сосредоточился на любимой учебе. Закончив универ, отправился в крошечный Кетчум, про который даже в Айдахо не все знают. Там он сделал карьеру, дорос до босса компании Galena Engineering и был счастлив. Ричард Дуглас Фосбери ушел из жизни 12 марта 2023 года в возрасте 76 лет. У него остались сын Том и 2 приемные дочери от второго брака. В 1981 году имя Фосбери было включено в списки Национального зала славы легкой атлетики, а в 1992 году в списке зала Олимпийской и Паралимпийской славы США. В 2015 году шведский диджей и продюсер Avicii выпустил музыкальное видео на песню Broken Arrows, которая в общих чертах основана на истории Фосбери о прыжках в высоту и личной жизни. Фосбери флоп до сих пор является основным приемом для прыжков в высоту у современных спортсменов. Мировой рекорд по прыжкам в высоту среди мужчин принадлежит кубинскому прыгуну Хавьеру Сотомайору – 2 метра 45 сантиметров.